В этом ролике давайте побеседуем на тему гарнитур. Сегодня у нас будут две такие модели от Behringer. О них с вами и поговорим. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Мы начинаем. Как мы с вами прекрасно понимаем, сегодняшние устройства будут полезны при воспроизведении звука и при записи либо отправке вашего звука, куда-нибудь, когда вы, например, общаетесь по скайпу, дискорду, зуму, например. Можно использовать подобные вещи. На какой-то очень высокий уровень, на какой-то прям профессионализм они не претендуют ни в коем случае. Это бюджетный сегмент. Я к этому еще вернусь, наверное, в выводах, но просто важно себе это ущучить. Если посмотреть на эту модель, можно сразу видеть это такой закос под BRA. Причем, внешне, возможно, наушники нас чем-то отсылают, но звучат они не как BRA, похуже. И к этому мы также вернемся, когда я уже начну их как-то примерять на своей голове. И, конечно же, внешнее исполнение, вот этот пластик на камеру, возможно, это не так явно, но когда ты его крутишь в руках, трогаешь, какое-то такое достаточно бюджетное, тактильное ощущение, если вы понимаете, к чему я веду. Но стоит признать, и это отличный момент, чтобы накинуть их на себя, так, чтобы провод еще был неплох. Так, стоит признать, что на голове они сидят достаточно комфортно. Я в них провел какое-то время, и я хочу сказать, что особого давления даже на свою большую голову я за это время не испытывал. И это очень важный фактор, когда речь идет о устройствах, которых вы, например, будете стримить. Потому что стримы могут длиться и по 6, и по 8 часов, и далее. И на протяжении всего этого времени ваша голова будет в наушниках, и это тоже влияет на усталость. Допустим, у меня были наушники, которые вкупе с моими очками создавали какое-то особое давление на скулы, вот сюда, в эту зону, из-за чего это давление, эта боль, она передавалась мне в зубы. И я долгое время думал, что у меня начались проблемы с зубами, кариес, но, как оказалось, все дело было в наушниках, которые просто очень неудачно давили на скулы и на дужки моих очков. Так что за этим тоже старайтесь следить. Вот. Опять же, сидят они комфортно. Про эти наушники я могу сказать то же самое. Причем здесь мы можем с вами наблюдать велюр. Чашечки выполнены из велюра. Это тоже достаточно удобно и комфортно, когда вы будете их использовать в своей работе. По регулировкам здесь у нас, давайте смотреть, здесь у нас регулировка выполнена следующим образом. Можно подстроить под свою голову. Давайте максимально я их выдвину. Здесь регулировки выполнены также в ободе. Давайте я их также сделаю максимальными. Если говорить про подключение этой модели, они имеют встроенный аудиоинтерфейс. То есть у нас нету стандартных разъемов под аудио в виде джеков, XLR и так далее. У нас просто есть USB тип A. Провод, который мы втыкаем в компьютер. Здесь у нас звуковая карточка, здесь у нас своя звуковая карточка. И уже в компьютере эти устройства обнаруживаются как внешний аудиоинтерфейс. Просто нужно задать в устройствах на запись и на воспроизведение вот эти гарнитуры, которые там обнаружатся. Но есть один небольшой момент, о котором, я думаю, можно прямо сейчас и проговорить, потому что, зачем тянуть. Вот это устройство имеет полноценный аудиоинтерфейс. И мы это с вами послушаем в тесте, потому что, подключив его к компьютеру, мы с вами получим устройство на запись и устройство на воспроизведение, и в ASIO-драйверах эта штучка будет распознаваться. То есть у них нету своих дров, они все работают через ASIO, если мы с вами будем использовать цифровые рабочие станции. В цифровой рабочей станции эта гарнитура будет доступна и на воспроизведение, и на запись. Эта гарнитура будет доступна только на воспроизведение, то есть записывать в цифровую рабочую станцию вот с этой модели, к сожалению, не представляется возможным. Но вместе с этим в драйверах стандартных, то есть в среде Windows, вот эту штучку можно использовать на запись и воспроизведение, так же, как и эту самую модель. Давайте поговорим о звуке, о том, что мы с вами получаем, надев
эти наушники на себя. Сейчас подогнал их под свою голову. Нет, давайте я все-таки сниму, потому что они очень хорошо глушат звук. И, наверное, это тоже можно отнести к достоинствам вот этих наушников. Они закрытого типа, они глушат звук снаружи. И мне немножко некомфортно в таком положении что-то вам вещать. Я провел время за прослушиванием музыки, как я уже сказал. И я хочу сказать, что эти наушники, они, наверное, все-таки не про прослушивание музыки и даже не про сведение музыки, как бы это ни было странно. Эти наушники исключительно про какие-то голосовые программы. То есть про стримы, про общение с кем-то. Допустим, если вы работаете в какой-то поддержке или вы просто с кем-то общаетесь по, опять же, скайпу, дискорду, зуму и так далее, то пожалуйста. Во всех остальных случаях я бы все-таки подумал несколько раз перед покупкой, потому что по своему звучанию, по своей частотной характеристике они плоские. Они плоские, и если это нормально при общении голосом, плюс-минус, это даже хорошо, потому что вы намного четче начинаете слышать речь человеческую, то при прослушивании музыки очень много полезной информации, очень много красивой информации, которую мы с вами хотим получить из музыкального файла, она теряется. И это очень и очень плохо. Эти наушники, давайте я их накину на себя. Кстати, здесь есть очень интересная особенность. Тут у нас кабель как бы неразрывный, то есть он монолитный. А здесь мы можем сделать вот так. Чик. И отцепиться от аудиоинтерфейса и получить отдельную гарнитуру с 4-штырьковым разъемом, который можно использовать, например, в смартфоне. И мы с вами именно так и построим тест на вот этих наушниках, на вот этой гарнитуре. Стоит отметить, да, что здесь очень интересно гнется микрофон, и мы послушаем его в различных положениях. По удобству, как я уже сказал, да, вид имеет. И по звуку, что характерно, на мой взгляд, эта модель, она звучит поинтереснее, чем вот эта гарнитура. Да, и еще одно очень важное отличие. Здесь мы имеем несъемный микрофон, а здесь мы можем делать следующее движение и просто отсоединять микрофон, если он нам не нужен. Опять же, если мы им пользуемся, включаемся обратно, и все начинает работать. До этого весь звук мы писали на петличку. Такой основной звук. Я не назвал бы его референсом, потому что сравнивать петличку DPA с вот этими микрофонами, это будет кощунством, на мой взгляд. Но все же. Сейчас мы с вами приблизились вплотную к тестам, на которых мы послушаем каждый из микрофонов. И в этих самых тестах я представлю вам еще одну модель. Она очень похожа на вот эту гарнитуру, но с небольшим отличием. Даже если до этого момента вы смотрели наше видео с закрытыми глазами, вы точно смогли понять, что мы перешли на другой микрофон. И да, сейчас мы пользуемся гарнитурой вместо нашей петлички. Я даже ее спрятал, чтобы она нас не смущала. И примерно так звучит вот подобная гарнитура. Можете заметить, что те наушники, про которые шла речь у нас на стойке, на мне аналогичные. И это как раз третья гарнитура, о которой я сегодня хочу с вами поговорить, потому что здесь мы имеем встроенный аудиоинтерфейс. Здесь у нас есть, смотрите, у нас есть вот такая картина. Это XLR разъем, на который подается звук с микрофона. И это джек, причем это стереоджек. Он может быть большим, он может быть маленьким, на который будет идти звук для наушников. То есть мы подключаем к выходу для наушников. Здесь еще есть отличие в проводе. Это такая витая конструкция длиной в 3 метра в максимальном растяжении, что тоже достаточно неплохо. Вот. Здесь мы имеем 2 метра, здесь мы имеем также 2 метра, но и, как я сказал, тут провод у нас не монолитный, он расцепляется. Давайте послушаем звук микрофона более детально. Я, наверное,
его поотвожу в разные стороны и немножко поговорю. 1, 2, 3, 4, 5. Поговорю в таком положении. 1, 2, 3. Отведу вниз, поговорю немножко так. И давайте я его задру вверх вот так вот. И еще немного поговорю. И верну обратно. Все-таки лучше его стараться держать как можно ближе к своему рту. Вот где-то в уголке рта его позиционировать. Что хочется сказать еще? Здесь ветрозащита, здесь также имеется ветрозащита. Микрофон, он не переставляемый, то есть у нас будет проблема, например, если мы хотим микрофон поставить сюда. Здесь то же самое, но немножко по другим причинам. Об этом мы с вами поговорим, когда будем слушать именно вот эту модель. Для сравнения, я думаю, прямо сейчас мы можем послушать обработанный звук. И, наверное, вот с такими гарнитурами необходимость в обработке звука, она становится просто необычайной, она максимальная, потому что в исходном значении то, что мы получаем с этих микрофонов, лично мне режет слух. Вот так, без ложной скромности. Я надеюсь, вы меня понимаете, я надеюсь, вы прекрасно слышите, о чем я сейчас говорю. Мы все это испытывали с тем же самым аудиоинтерфейсом, которым до этого была подключенная наша петличка. Мы подаем фантомное питание, потому что это все конденсаторные микрофоны, и вот в таком воплощении с XLR этому микрофону нужно фантомное питание. Подключим USB вот этой гарнитуры, пересядем на нее и послушаем звук в сравнении. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2 раз. Меня прекрасно слышно. Давайте я проверю уровни. Да, прихожу я с нужным уровнем. Я не перегружаю, и при этом я остаюсь предельно громким. Мы слушаем вторую вариацию вот подобной гарнитуры. Напомню, что сейчас мы подключились по USB. Здесь есть встроенный аудиоинтерфейс, и нам не нужны никакие XLR-разъемы. Если у вас нету внешнего аудиоинтерфейса, пожалуйста, можно пользоваться таким устройством, но стоит учитывать, что оно будет чуть-чуть подороже, чем вот эта гарнитура. Давайте попробуем обработать немножко звук. До этого был звук не обработанный, теперь звук обработанный. Мы провели небольшую эквализацию, сделали компрессию, убрали ненужный шум гейтом. В общем и целом красота. Теперь это дело звучит следующим образом. Так, в принципе, по конструкции, я думаю, каких-то особых отличий и здесь у нас нет. По подключению до этого мы использовали наш аудиоинтерфейс студийный. Сейчас мы подключились напрямую по USB. И стоит отметить, что громкость вот этой самой штуки у нас будет регулироваться. Если до этого мы крутили усиление в самом аудиоинтерфейсе, то теперь громкость микрофона по всем заветам палок от Genius за 100 рублей, теперь мы будем эту самую громкость, это самое усиление настраивать непосредственно в винде, благо эти самые настройки найти очень и очень просто. Перейдем вот сюда, немножко поговорим про аудиоинтерфейс, но при этом записываться будем на смартфон. Своего рода смоделируем такое общение по скайпу, дискорду, зуму и так далее, записываясь на мобильный телефон. Настало время последней гарнитуры. Звучит она следующим образом. Давайте я проверю уровни. Все нормально. 1, 2, 3, 3, 2 раз. Также конденсаторный микрофон, который можно отключать. Во время записи я этого делать не буду, но вы прекрасно своими глазами видели, как это происходит. Отведу микрофон, поговорю в различных положениях гуся. Допустим, вот так. Поговорю немножко. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Отведу еще дальше от себя. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Наверх. 1, 2, 3, 4, 5. И давайте вниз, чтобы уж все положения послушать. 3, 2 раз. Но все равно он стремится к рту. Давайте его правильно испозиционируем. Вот как-то так. Это наиболее оптимальное положение для микрофона. Я постоянно смотрю в телефон, проверяю уровни, потому что для записи звука я пользуюсь диктофоном. Подключив вот это устройство к телефону, поскольку и на моем смартфоне 4-штырьковый разъем, и здесь мы имеем 4-штырьковый разъем, мы сможем слушать и при этом говорить. Общаясь, например, по мобильной связи, общаясь по скайпу, общаясь по дискорду и так далее. Мы хотели сделать небольшую такую инсценировку, инсценировочный диалог с моим оператором. Я бы ему позвонил по телеграмму, по
аудиовызову, но, к сожалению, не получилось, не удалось, потому что мы друг друга слышали, все было отлично, и мы даже были удивлены качеством звука вот этого микрофона. Но, как оказалось, записывая при этом экранку, звук не записывался. То есть, видимо, как это бывает в компьютере, приоритет по аудиодрайверу забирало себе приложение, которое было в развернутом виде, и которое использовало этот самый аудиодрайвер, то есть телега в нашем случае. Именно поэтому звук на запись экрана у нас не шел, и звук записать таким образом мы не смогли, но мы выкрутились. Вот, у нас используется диктофон, звук с которого мы соединим с нашим видеорядом. Что еще хочется сказать по поводу именно вот этого устройства? Это аудиоинтерфейс, который идет в комплекте. Смотрите, такая вот небольшая коробочка с прищепкой сзади, то есть можно ее куда-нибудь вешать. Здесь имеется разъем для подключения джека от гарнитуры, которая идет. И здесь у нас имеется несколько кнопок управления. Плюсик, минус для того, чтобы регулировать громкость того, что приходит к нам в наушники. И кнопочки, на которых написано M и S. Это две кнопки, с помощью которых, это такие мьюты. Это мьюты. Один мьют работает на микрофон, то есть мы можем максимально быстро нажатием одной кнопки заглушить звук, который идет с микрофона. Достаточно удобно, если вы стримите или не хотите, чтобы в разговор проник скрип вашего кресла. Да. И вторая кнопка, она заглушает весь звук, который идет к вам в наушники. То есть можно нажатием двух кнопок стать полностью глухонемым очень быстро, и это достаточно полезно бывает в некоторых случаях. Я думаю, это все. И если прослушивание музыки именно в наушниках мной и то, что я вам после этого сказал, было более субъективно, то вот такие тесты, они максимально показывают, какой именно результат вы получите, если будете использовать такие микрофоны в своей работе. Давайте подведем итоги. Для них я вернусь обратно на нашу студийную петличку. Сопротивление. Тот параметр, от которого будет зависеть громкость максимальная в наушниках. Здесь у нас 150 Ом. Я напомню, это прямое подключение без аудиоинтерфейса. Здесь у нас по 32 Ома и есть свои аудиоинтерфейсы. В принципе, в наших студийных условиях мы смогли добиться нормального уровня на всех трех моделях. Если у вас маломощный внешний аудиоинтерфейс с плохим микрофоном-усилителем, то вот эту модель, скорее всего, нужно будет обойти стороной. Вот эти штучки, я напомню, работают со своими встроенными звуковыми картами. Да, давайте сейчас откровенно, на чистоту, ничего не тая, ничего не скрывая. Это, я вернусь к самому началу ролика, бюджетный сегмент. Это максимально бюджетный сегмент гарнитуры. Если вам нужна гарнитура, чтобы общаться с кем-то по работе, какие-то бизнес-встречи, возможно, самый начальный этап стриминга, я это имею в виду, то, пожалуйста. Причем я бы больше, наверное, смотрел в сторону вот этой моделюшки, потому что звучание как микрофонов, так и по звуку в самих наушниках, вот эти гарнитуры мне лично не очень понравились. Возможно, вы думаете иначе. Напишите об этом в комментариях, и нам будет очень интересно почитать. Ну и, конечно же, когда вы будете оставлять свой комментарий, все-таки учитывайте стоимость этих наушников, потому что они стоят не 200, не 100 вечно зеленых, а намного дешевле. И можно сказать, это тоже их такая особенность, их дешевизна. Друзья, напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Напоминаю, что за мной можно следить в моих соцсетях. Все ссылки вы сейчас видите на своих экранах. А я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Поехали, бро. Ой, а я же... Проверю по ходу. 1, 2, 3. Эй. Так. Сейчас я тут малеха того. Леха-малеха.